Сегодня 6 мая 2025 года, и всех приветствую из Одессы. Не все знают, что основой для города стала крепость Хаджибей. На Приморском бульваре даже думали установить табличку, где будет рассказана история того, как турецкий форт превратился в большой город. Не знаю, установили эту табличку или нет, но сейчас как раз прохожу возле первого ресторана крымско-татарской кухни в Одессе. И он называется, конечно же, Хаджибей. Совсем недавно здесь уже появилась летняя терраса, чтобы гости могли отдыхать. Ну, а сейчас подойдем ближе, посмотрим, какое же здесь меню. Здесь даже здороваться, салям алейкум. А вот какие здесь интересные блюда можно попробовать. Это и чебуреки, и манты, и плов, и сарма, и янтики. Многие из этих блюд я, кстати, даже не пробовала, поэтому нужно будет сюда обязательно зайти. Спасибо. Такие девушки красивые. Посмотрите, у нас в Одессе. Мы зайдем внутрь, посмотрим, как здесь. О, здесь все как в настоящем Хаджибее. Посмотрите, как интересно. Мне очень нравится, что в Одессе много заведений, попадая в которые тебе кажется, что ты приехал в какую-то другую страну и знакомишься с какой-то другой культурой. Посмотрите, какая здесь необычная для Одессы атмосфера. Ну, не будем мешать гостям, поэтому идем с вами дальше на прогулку. Всем привет из Одессы! Приехала в центр города и не смогла пройти мимо такого интересного ресторана, потому что в Одессе идешь по улицам, у нас настолько много заведений с вкусной кухней, что хочешь не хочешь, аппетит просыпается сам по себе. Так что, если собираетесь в наш город, надо немножко похудеть, потому что поесть точно есть где. Просто не могу вам не показать. Сейчас цветут каштаны. И посмотрите, Одесса как куколка. Центр города, просто хочется идти и рассматривать эти прекрасные деревья на фоне голубого неба. Посмотрите, улицы имеют совершенно другой вид. Ну, город прекрасен. Просто прекрасен. С этим не поспоришь. На самом деле, когда я ехала в центр, думала, что сегодня будет дождь. Но, к счастью, повезло, что-то немного даже выходит солнце. Вообще сейчас на сегодня обещали, что в Одессу, в Одесскую область идет циклон Юрген и несет с собой дожди, грозы и похолодание максимально до плюс 14 градусов. Поэтому кто успел пока позагорать на пляже, молодец, а кто не успел, придется ждать окончания циклона и потепления. Так, перейдем сейчас со всеми дорогу. И дальше вижу, снова продолжаются каштаны. Боже, как красиво. Одесса вот осенью, когда все желтое, и весной, когда все в цветах, когда все зеленеет, просто превращается в невероятное место для жизни. Главное, самое главное, чего хотят одесситы, это чтобы было тихо, спокойно, и в небе не летали дроны и ракеты. А смотрите, какой интересный балкончик у людей. Женщина вышла на балкончик, села, отдыхает и наслаждается видом Одессы и каштанами. Ну, посмотрите, какая прелесть. Так, здесь прям целая парковка Глова. Аж интересно стало, наверное, какой-то ресторан. Очень много транспорта, ребят, которые развозят доставку. Кстати, молодцы. Сложная работа на самом деле. И в дождь, и в холод, и в снег. Они все стараются заработать денежку. Красивая Одесса, красивые каштаны, но нет только нормальной жизни. Хочется очень рассказать уже о том, что у нас была тихая и спокойная ночь, но, к сожалению, нет. У нас сегодня снова на город летели дроны, снова была тревога, снова многие люди шли в укрытие, в бомбоубежище. Сначала на Одессу летели дроны, но потом курс изменился, они полетели в такие города, как Черноморск, в которых есть разрушения, есть пострадавшие люди. Поэтому, хороших новостей в этом всем мало. Но, к сожалению, это наша реальность. Мы в ней живем и не можем о ней не говорить, потому что каждый день мы что-то новое переживаем. Некоторые из наших зрителей часто спрашивают, что это у вас за такие интересные деревья растут. А это платаны. И в народе их еще называют бесстыдницей именно из-за особенностей, посмотрите, их коры. Лето, вот
их настоящая кора выглядит так, но летом они ее сбрасывают в целях терморегуляции и в целях избавления от вредителей. И становятся вот такими гладенькими, ну, как кожа бесстыдницы. Смотрите, стоят все здесь практически голышом. Иду и думаю о том, что очень не хочется, чтобы была воздушная тревога, потому что вчера днем у нас было 2 воздушных тревоги, и у нас сейчас новая. У нас днем тоже летят дроны на Одессу и на область, но они необычные, они реактивные. И если раньше приходили в Одессу одни бандероли, то сейчас прилетают дроны с таким названием – бандероль. И они гораздо серьезнее шахеда, потому что если у обычного дрона заряд взрывчатки около 50 килограмм, то у этого около 150, и он развивает скорость от 400 до 500 километров в час. Вот такой ужас летит на наши города. Сегодня много автомобилей, много людей вижу. Все вернулись в Одессу, кто уезжал на майские праздники за город или куда-то домой, все уже вернулись, поэтому людей снова у нас много. И это, конечно, радует, потому что видно, что город живет. Ой, посмотрите, какие витрины. Цветы, бабочки везде. Слушайте, я приехала в центр, как будто в сказку попала. Иду, и меня очень привлекла вот такая витрина. Здесь можно выбрать идеальный подарок из Одессы. Посмотрите, какие здесь раки на тарелочках, ракушки. Класс, вот как будто в Одессе сделано. Супер. В Одессе есть магазины, товары которых действительно похожи на произведение искусства. Когда сюда попадаешь, здесь хочется купить все. И когда вы сейчас смотрите это видео, наверное, вы не можете со мной не согласиться. Помимо тарелок с раками на витрине, меня еще впечатлили вот эти вот интерьерные бабочки. Я сначала думала, что это просто сувенир, который можно поставить на полочку, но нет, оказывается, они крепятся к стене и выглядят просто как живые. И это все ручная работа. Очень впечатляет, что в Одессе во время войны в магазинах такой прекрасный ассортимент товаров, где каждый может найти, что купить для себя или купить в подарок своим близким. Вот посмотрите, какие интересные шкатулки. Класс. Или конфетницы, вы говорите, да? Класс. Необычные очень. Ага, она светится. Вижу лампочка. Класс. Это такой подсвечник. Какие интересные и уникальные товары можно купить в центре города, я вам показала. Идем дальше с вами на прогулки и расскажу, что же еще у нас происходит. Сейчас сирень просто продается везде в Одессе. Смотрите, вот такие маленькие букеты по 100 гривен. Такие букеты по 100 гривен, ну, букет без причины написали. Красота какая. Вот гортензии, все свежие. И украшает улицу. Я не помню, чтобы когда-то такое было, но война вносит свои коррективы не только в жизнь людей, но и в жизнь животных. Из-за того, что в Одесской области на курортах, в прибрежных зонах сейчас невозможен отдых туристов, и там практически не живут люди, там единицы семей, которые остались, и там поразводилось такое огромное количество диких животных, что своим присутствием они пугают всех жителей местных и тех, которые проезжают мимо. Вот так, пока на популярных курортах Одесской области нету туристов, там сейчас вместо отдыхающих тусуются дикие кабаны. Очень часто в последнее время стали прибегать лисы в Одессу, и вот вчера одна из них была замечена прямо на трассе Здоровья. Животные – это еще не так страшно, но теперь у меня есть еще одна фобия в копилочку, потому что в Одессе поразводились ядовитые огромные скалопендры, и они уже просто по всему городу и во всех новостях уже об этом пишут, потому что они являются опасными для человека.
Недавно в новостях начала все чаще появляться информация о скалопендрах, потому что их развелось в нашем регионе большое количество, но никто не обращал на нее внимания, пока люди не начали ежедневно с ними сталкиваться. Укусы скалопендры болезненны, ядовиты для человека и вызывают повышение температуры до 40 градусов. Как оказалось, скалопендра – это совсем не насекомое, это животное, хищное животное, и оно охотится на все, что может одолеть. В Украине скалопендры достигают размеров до 15 сантиметров, а это уже немало. Но, к счастью, хоть не достигают 30, так как это делают в экзотических странах, потому что там они действительно огромные и питаются лягушками и птицами. Я вчера, когда о них читала, то у меня просто как будто они по коже лезли, потому что я достаточно впечатлительный человек, начиталась этой информации, насмотрелась на эти картинки, и теперь вообще страшно где-то ходить на природе. Хотя что природа? Они вон залазят даже в автобусы, в общественные маршрутки, и им ничего не страшно, потому что я прочла, что они действительно являются агрессивными, ядовитыми животными. Вот так вот у нас, как не одно, так другое. То какие-то ракеты летят, то какие-то дроны новые бандероли, а теперь еще и скалопендры поразводились в Одессе и пугают местных жителей. Говорят, что летом у нас снова может не быть света какое-то время, поэтому люди генераторы не прячут. Генераторы такие стоят. Слава богу, зиму пережили, свет был, посмотрим, что будет летом. Скажу вам честно, когда я сегодня ехала в центр города, у меня настроение было на нуле, потому что, сами понимаете, какая сейчас жизнь. Но Одесса действительно творит чудеса. Я увидела эти улицы в цветущих каштанах, я увидела, как все начинают готовиться к лету, повыносили террасы с цветами. Идешь, и просто настроение улетает куда-то в космос, потому что сердце замирает от этой красоты. Еще сегодня такой приятный морской воздух в центре, наверное, ветер с моря дует. И просто, атмосфера южного города.